Что делать с пастой мисо? Вопрос, который мне достаточно часто задают, потому как многие покупают данную японскую соевую пасту и не знают, куда ее потом применить. Конечно же, одним из самых удачных вариантов это приготовить знаменитый мисо рамен. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале Foodcore. Мисо-пасту очень часто сравнивают с корейской соевой пастой твенджан, а многие и вовсе утверждают, что это два одинаковых продукта. Но это не так. Да, мисо это тоже ферментированная паста из соевых бобов, однако при ее изготовлении используются и другие ингредиенты, такие как рис, пшеница и специальная закваска. В отличие от мисо, твенджан ферментируется дольше, и при его изготовлении используются только соевые бобы, в результате чего корейская соевая паста получается более насыщенной по вкусу, и именно по этой причине они не всегда взаимозаменяемы. Однако есть и общие черты. Считается, что обе эти пасты очень полезны для здоровья, а именно нормализуют работу кишечника, благотворно влияют на сердце и артериальное давление, а также препятствуют многим видам онкологии. В общем, устраивайтесь поудобнее, ну а я начинаю готовку. Итак, первым делом давайте приготовим бульон. Готовим мы сегодня на 2 порции. Сначала давайте нарежем зеленый лук. Я взял лук-порей. Белую часть нарезаем поперек на небольшие кусочки. Она пойдет у нас на зажарку. Зеленую часть нарезаем очень тоненько, по диагонали, маленькой соломкой. Ее мы будем добавлять уже в готовое блюдо. После нарезки залейте зеленую часть холодной водой и дайте ей постоять так 15 минут. После хорошо промойте. Теперь ставим на плиту кастрюлю, добавляем немного растительного масла. Теперь добавляем 1 столовую ложку измельченного чеснока и половину чайной ложки измельченного имбиря. Быстро помешиваем. Жарим так 30 секунд. Теперь кладем белую часть зеленого лука. Снова хорошо помешиваем, жарим еще 30 секунд. Теперь кладем мясной фарш. У меня свиной. Сразу хорошо перемешайте и оставьте его так лежать на минуту. Пусть снизу образуется небольшая коричневая корочка. Это даст впоследствии бульону красивый цвет. Снова хорошо перемешайте. Как только фарш будет весь светло-коричневого цвета, добавьте 4 столовые ложки мисо-пасты. Убавьте огонь на средний и регулярно помешивайте, чтобы паста равномерно распределилась среди содержимого кастрюли. Теперь добавьте куриный бульон. Друзья, я, конечно же, прекрасно понимаю, что не все из вас держат в холодильнике заранее приготовленный куриный бульон, поэтому можете просто влить воды, но с куриным бульоном будет намного вкуснее. Хорошо перемешайте, попробуйте на вкус. Если вам кажется, что не хватает соли, то немного посолите. И теперь важный момент. Бульон нельзя кипятить, просто доведите его до горячего состояния, но не кипятите, это сильно повлияет на вкус в худшую сторону. Посмотрите, какого красивого цвета у нас получился бульон. Теперь давайте перейдем к топпингам. Нам необходимо отварить 2 яйца. Думаю, не нужно вам подробно объяснять, как варить яйца. Тем более на канале я много раз показывал, как это делать. Все, что нужно, в кипящей воде варить яйца 6,5 или 7 минут, не больше. Далее дать полежать им 10 минут в ледяной воде, чтобы скорлупа потом хорошо отошла. У меня яйца уже заранее отварены, поэтому я просто разрежу их пополам. Если хотите сделать маринованное яйцо для рамена коричневого цвета, то посмотрите на канале видео о том, как это сделать. Ссылку я оставлю в описании под видео. Морскую капусту нори, либо ким, нам надо просто разделить на 4 части. Легче всего сделать это, сложив сначала лист пополам, а потом еще раз пополам. И потом аккуратно разделить на 4 квадрата. Теперь приготовим свиную грудинку чащу. Но сделаем это максимально просто и быстро. Берем пластину свиной грудинки, разрезаем на вот такие вот одинаковые части. Их мы будем обжаривать. Теперь смешаем специальный соус, чтобы придать свинине особый вкус и аромат. Для этого в глубокой миске смешиваем столовую ложку сахара, 2 столовые ложки соевого соуса, 1 столовую ложку устричного соуса. Добавьте столовую ложку кулинарного рисового вина. Если нет его, то можете заменить на 6% рисовый уксус, либо просто водой.
Все хорошо перемешайте до тех пор, пока не растворится сахар. Теперь разогреваем сковороду, добавляем немного растительного масла и как только сковорода разогреется, выкладываем жариться свиную грудинку. Обжариваем по 2-3 минуты с каждой стороны до красивого румяного цвета. Теперь убавьте немного огонь и влейте приготовленный нами соус. Хорошо обваляйте в нем грудинку и аккуратно жарьте еще минуту. Грудинка приобретет темный карамельный цвет. Теперь последнее, что нам осталось сделать, это сварить лапшу. Лапша должна быть пшеничная, желательно специальная для рамена. У меня, к сожалению, такой не было, поэтому я купил обычную, но она тоже подойдет. В кипящую воду кладем лапшу и регулярно помешивайте. Я варил ее 4,5 минуты. Вы же внимательно ознакомьтесь с упаковкой, чтобы знать, сколько варить именно вашу лапшу. Дело в том, что разные производители пишут разное время. Лапшу мы варим в последний момент, чтобы потом ее на стол подать горячей. В идеальном варианте надо сразу же после варки достать ее и окунуть в горячий бульон примерно на 30 секунд, а уже потом класть в тарелку. Если вы так же, как и я, готовите сразу большое количество, чтобы потом попозже съесть, то рекомендую сразу после варки промыть ее под холодной водой, чтобы лапша не разбухла, не слиплась и осталась упругой. Итак, лапша готова. Теперь давайте соберем наш рамен. В глубокую тарелку выкладываем сначала лапшу. Сверху выливаем 3-4 половника горячего бульона. Теперь кладем топпинги. Свинину я положил себе 2 кусочка. Далее отварное яйцо. Обязательно фарш из бульона. Я еще люблю класть сладкую кукурузу, но это по желанию. Зеленый лук. И, конечно же, аккуратно втыкаем на край лист нори. Наш мисо-рамен готов. Приятного аппетита! Друзья, как видите, рецепт очень простой. Такое красивое, а самое главное вкусное блюдо сможет приготовить каждый из вас буквально за 30 минут, поэтому обязательно попробуйте. Мисо-паста сейчас продается в больших супермаркетах, а также на маркетплейсах, поэтому я уверен, что вы сможете ее найти. Надеюсь, видео вам понравилось и вы обязательно поставите ему лайк, а также посмотрите и другие ролики на моем канале. Ну а я напоминаю, что с вами был Денис Ким, спасибо вам большое за просмотр, ну и всем пока.